Приветствую, ребят, вы на канале Юра. Салют, друзья, вы на канале Сплит. Это конец кузовного ремонта Audi A4. Мы собрались здесь, чтобы вам посвятить результаты, рассказать обо всем. Кто сидит с моего канала на канал Сереги, переходите, ссылка в описании, вкладочку я, как обычно, оставлю. Все как обычно. Ну, я, так уж и быть, тоже ссылочку оставлю. В общем, это конец кузовного ремонта, да, но не конец проекта. Проект еще будет продолжаться. И, собственно, здесь мы хотим поговорить о стоимости, о результатах. Вы сами его сможете оценить, увидеть по видео. Ну и, в общем, впечатления, эмоции. Давай, жги. Да, ребята, я занимался именно кузовным ремонтом, поэтому мы подводим итоги по кузовному ремонту. Дальше Ромчик будет заниматься, это уже его контент и его дальнейшее развитие с этим автомобилем. По тачке было проведено очень много работы. Это был сложный экземпляр, если говорить откровенно. Но по итогу, спустя огромное количество времени, получилось очень даже достойно, как по мне. Да, и самое главное, кто вам делает, потому что я и рассказывал на другом своем автомобиле, что там по технической части важно, кто вам делает, чтобы потом не пришлось переделать. Вот это самое паршивое. Запчасти там можно купить, все можно достать, это не проблема, там вопрос времени и денег, но важно еще, кто вам делает, потому что тоже люди ручки ездят... вот они. Нет, потому что реально вот люди жаловались, ездят, подвеска звенит, залезли, там ничего не зажато, там можно и было разбиться. Честно говоря, именно из-за этого я и не езжу на СТО, потому что как бы СТО не пиарилось, они все равно делают на скорость ради того, чтобы заработать больше бабок. Трудочасы, да. И вот недавно тоже человек выехал, а у него рулевая рейка вибрирует. Он подумал, что она умерла. Не будем выражаться жестче. Оказалось, ее просто не зажали, поэтому... Все как-то так. И насчет кузовного ремонта, вот Серега себя недооценивает, говорит, что он не профессионал, а только учится, но реальный результат меня радует, потому что многие машины ездят, смотришь, думаешь, ну, наверное, я бы так покрасил. И такое бывает, но я действительно еще, ребятки, не профессионал, я очень требователен к себе, я просто люблю автомобили и стараюсь сделать их качественно. Ну что, вот он результат, тут Audi, я, Серега и комары, пожалуйста. После покраски, Серега, началась сборка. И как я говорил в первом видео, у меня лопнул тросик ручки водительской двери, то есть, по сути, я могу дверь только снаружи открыть. И, казалось бы, он стоил там, ну, вот у меня уже список всех материалов, сейчас я буду произносить это все. Тросик стоил 30 рублей, там, по-моему. И, ну, сколько было геморроя, там, разобрали всю дверь, что-то материал. Точно, это точно. Это геморрой, блин. Вы не представляете, там, без Сим-Салабим, но это я так, ну, на сматы кончались. На сматы кончались. Там не получалось. Ну, в общем, всех будет интересовать цена. Так что поехали, ребят. Там кое-что оставалось от B6.
материала там на 1-2 элемента. Но все равно я эту сумму сюда суммирую. Поехали. В общем, 41 рубль был потрачен на B6, но те вот сито, там немного наждачки, то остальное пошло и на нее. Лака. Чуть-чуть лака пошло на нее, так что я сюда плюсую. 59 рублей ушло на песок. Серега пескостроил некоторые части, элементы. Там у него на канале это все было. Он подробно рассказывал, с какими косяками он сталкивался. Ну, твоя аудитория и так знает, моя тоже уже тебя знает. Пороги. Покупал я пороги, ну, в прошлом видео все это посвятил. 139 рублей. 41 рубль 59 на песок 100. Пороги 139. Крыло 170. Подожди, по порогам один нюанс. Ромчик покупал белорусские пороги, он вам показывал в предыдущем видео. И по белорусским порогам очень много по интернету ходит негативных отзывов. И действительно это так. Белорусские пороги выгнуть очень проблематично. Но в этом автомобиле нам повезло, и мы вваривали только половинку порога. Поэтому она там достаточно ровная. Тем более Игорек умеет работать с металлом. Поэтому Да, получилось спасибо Игорю. очень офигенно. Я в том видео это упоминал, да, действительно, пороги здесь можно было и латками заварить, если бы делал, как говорится, не себе и на продажу, так лишь бы можно спулить эти перекупские движения. Но сверху порог был идеален, снизу уже ржа пробивалась, можно было вот эти дыры латками переделать. То есть, да, по половине порог распилили, но уварили. Спасибо Игорю, который это все выгибал и сделал, все красиво получилось. Но, тем не менее, действительно, вот эти моменты уже тоже тяжелые. Игорь там возился долговато, чтобы их аккуратно возился, но выгнуть. что радует, внутренняя часть, внутренние усилители были все абсолютно живые, никаких там проблем не было. Вот это спасло. Но если, ребят, у вас, не дай бог, было ДТП с автомобилем, да, двери вы поменяете, порог надо переварить, это будет гемор, да. Выгнуть его под резинки, подогнать, ну, уплотнители дверей, тем более там порог сужается немного, и там нужно гнуть, блин, это, ну, гемор будет. Хорошо, что повезло к заводскому так примостить и приварить, и все, потому что верхняя часть целая живая была.
Крыло, в общем, еще раз, 100 рублей, плюс пороги 139 рублей, крыло 170. Материалы, то, что тогда Серега мне написал список, так как из B6, 258 рублей. Тросик 30,5 рублей на дверь. Краска. Помимо этого, материалы ты постоянно еще немножко докупал, или я тоже ездил, Позиции немножко дальше докупал. идут. А, да, ты целый список настрочил. Блин, вот, тут вот все, дотошный какой. так все в режиме онлайн. Я даже для себя, так проекты и есть, сколько в нее вложено будет. Вот смотри, еще идут колонки. Да, у Серега сначала написал список 258 рублей. Я поехал, закупил, привез. Тросик 3,5 рублей. Краска 251 рубль. С краской вышел приятный сюрприз. В том смысле, что мне обещали там больше 300, там 320, 330, а тут другая краска 251 рубль. Что-то другой краской они ее покрасили в свое время. Но там тоже распределено. На B6 дороже вышла краска. Там же чуть чем-то другим ее покрасили. Хотя на B6 просто черная краска казалась Да. бы, а дороже. Да, еще грунт покупал Серега, круги, наждачка, шпакля 150 рублей потратил, потом антигравий шпакло еще 40, плюс грунт и скотч еще 70, потом опять растворитель скотч лак 94 рубля, то, что не хватило, с B6 лак докупался. Итого 1302 рубля 50 копеек белорусских, это 429 долларов, либо 38 369 рублей 76 копеек, это в российских рублях сумма. И это почти вся сумма, кроме тросика, это только материал. И действительно, сейчас цены на материалы настолько подпрыгнули вверх, что средняя цена за материал, за полный облив, это 400-500 долларов. Это именно, да, материалы. Но, конечно, с учетом порогов, крыла, ну и самого тросика, но все равно. Да. Ну, в принципе, 400... где-то 350 долларов у тебя вышли голые материалы, я думаю. Ну да, если это крыло, пороги, Да, минус, но ну, это была не полная 350. покраска, крышу мы не красили. по Да, крайней мере. крышу, да, и внутренние стойки, проемы вот эти тоже не красились. В общем, такая сумма, еще раз, 1302 белорусских рубля, 429 долларов, 38 369 российских рублей. Плюс 700 долларов работа Сергея стоила, там можно цифру называть? Конечно, можно. 700 долларов. Плюс 150 долларов Игорьку. Ну, спасибо Игорьку, да, повозился он нормально там. Но на самом деле, первый раз, когда я увидел этот автомобиль, и мы с Ромчиком разговаривали, я ему, понятное дело, сделал скидку на каждый элемент. То есть я ему каждый элемент делал дешевле. Но когда мы разобрали автомобиль, мы поняли, что помимо покраски и погонять жучков и покрасить, потому что цена за элемент, чтобы вы понимали, это погонять жуков и покрасить. Это все. Да, все но левые работы, там сварка, какие-то песочка еще, да, там вот постоянно. это вот все дополнительное, это все суммируется к сумме, добавляется к сумме, Да. к сумме, какая-то тавтология получилась. в общем, с работой получаем 1279 долларов. 1279 долларов. Ремонт кузовной этого автомобиля. Так как сказали про скидку, действительно скидка была. Сколько это будет обычному автомобилисту все стоить? Вот Я то, что думаю, уголки обычному наваривали. автомобилисту стоимость только работы данного автомобиля выльется около 1500 баксов. Только работы. Плюс, Не считая материал. Плюс материал этих за 400... 2, короче, улетает без проблем. Короче, еще плюс этих 429, получаем 1939, там, короче, 2000 получаем. Да, при этом средняя цена на рынке, по крайней мере у нас в Беларуси на данный момент, была еще недавно 1500-2000 долларов, сейчас еще выше. Да, плюс еще материал дорожает. Но, ребят, еще нюанс такой. Некоторые могут сказать, что сумма мало, ты херню всякую покупал. Я попал в момент такой, что у нас доллар дорожал. Было 2,63, потом 2,73, 83, и сейчас уже 3,005 там с чем-то. Но материалы, вот я ориентировался на B6, материалы, цена, ну там на 2 рубля подорожает, там банка грунта не 44, там, а 45-50 будет стоить. То есть там рубль-два, не больше. И я попал, курс доллара подрос нормально, но цены примерно тех же остались в диапазонах. Сейчас цены уже подрастают. И нормально подрастают. Так что, ну, здесь так вышло мне нормально в этом плане еще. Кто внимательно смотрел прошлую серию, могут сказать, так, а что ты капот не посчитал? Капот же новый. Ну так вот, секрет, ну какой секрет, вы уже видели на канале Сереги. Серега подарил мне капот новый, потому что мой DR в этот момент
проскользнул, и Серега мне долго не думал, что подарить. Спасибо Не, еще честно раз. говоря, я про ДР твой не думал. Я просто понял, что лучше я за свои бабки куплю этот капот, чтобы он не платил дважды за покраску капота, и сделаем мы сразу нормально. Просто по-дружески. Да, спасибо большое еще раз. И вот получается 1279 моих, но все же Серега потратил, $50 стоил капот, 150 рублей. Вот и крыло получилось так, ну, по дешевке. Да не переживай, ты мне все отплатил уже. Не, я не в этом. Я считаю, я дотошный в этом отношении. То есть все равно 1279 плюс 50 мы получаем 1329. 1330, грубо, долларов. Вот это итоговая уже цена за кузовной ремонт. Потому что потратил деньги Серега, но в машину они ушли, поэтому все равно плюсуем. 1330. А по факту, если вот опять же повторюсь, обычный автомобилист, это уже 200 где-то примерно. Да. На работу, на все про все. А если едете на СТО какое-то официальное, то там вообще в космос Ну, цены улетают, как на работу. особенно- Ну, материалы, понятное дело, у всех разные. Материалы, да, все разные, можете сами купить, только вот будете бегать с материалами. И самая проблема то, что ну, никто не будет заморачиваться, самое главное, на качестве. И сделали, и сейчас гарантия там максимум до первой зимы, прямым текстом, до первой зимы у тебя и гарантия. Все, блин, На катайся, самом деле, называется. ко мне приезжал человек с соседнего государства, с Европы, и он сказал такую вещь, что когда туда заезжают на кузовной ремонт или на химчистку, на любую работу, то гарантия у них до дверей. Выезжаешь за двери, до свидания. Все, да. Да? Выехал, да, проблемы не Но наши. у нас так и по есть. гарантии, кстати говоря, мы по гарантии не говорили, я тоже Да. не говорил в своем ролике, по гарантии все очень сложно на самом деле, потому что если у вас на автомобиле есть какие-то места, где уже серьезная коррозия пошла, то на эти элементы гарантию не дает практически никто. Гарантия это максимум месяц, грубо говоря. Но если элемент заменен или там маленькие какие-то жучки погоняли, то, соответственно, гарантия дается минимум 3 месяца, кто-то дает и там и полгода, кто-то дает и год. Ну, год это, мне кажется, наверное, странно давать такую гарантию, потому что через год могут и камешки попасть, может, ну, всё, да, что хочешь да, случиться. Но вот 3 месяца это вот такая средняя дата, средняя продолжительность, которую дают по гарантии. Но, тем не менее, я исхожу уже от Серегиного душевного подхода и от своего опыта эксплуатации, потому что мне B4 мой, который был на канале, в свое время делали, и делали так тоже качественно на совесть, насколько его хватило, и таким же его и продал, я его не переваривал, потом он достойно держался. B6 вот уже 4 года летом, как его сделали, ну, перекрас было тоже рассказывал, и все есть на канале, о чем я говорю, все есть на канале. Поэтому здесь я тоже планирую 3 года, здесь ничего не вылезет в этом отношении. Опять же, опираясь на опыт эксплуатации, как было сделано и что было по масштабу проблемы, ну, здесь ничего такого криминального, что у меня может побеспокоить. Самое главное, я говорю то, что я рад, что не было серьезных повреждений там лонжеронов, именно каркаса кузова. Машина никуда не тянет, нет никакого, грубо говоря, ну, побочных ивентов, криминала, да, что не жрет резину, ничего, потому что вот недавно тоже смотрел в нете, было ДТП с автомобилем из США, и в тех же самых местах он согнулся, ну, и там от машины, ну... Но Ну, тоже, моментально даже вспоминается ДТП те же. серьезное тоже можно сделать качественно, вопрос в руках. Да, если усиливать, потому что тоже недавно смотрел подписчик машину, там по ВИН-коду машину ударили как-то, ну, сбоку, и лонжероны вытянули справа по прямой, как они должны быть, и еще вперед. То есть там силового каркаса как такого уже нету. Там нужно, не знаю, ну, заново все переварить, полностью морду отрезать, потому что там ничего, гасить удар не будет. Уже предел текучести у металла пошел, и там уже Да, есть только такое. ваши кости будут гасить удар. Да, но и по твоей машинке я уже Ромчику говорил, он знает, что еще по машинке есть работа. Мы вам о ней не будем рассказывать, я думаю, Рома расскажет вам на своем канале по Да, этой работе. кое-что Но в уже любом случае сделано, есть но работа еще по кузовне, которую нужно сделать обязательно для того, чтобы, как Рома сказал, не вылезло все в ближайшее время. Это очень важно. И
Да, кое-что с машиной уже сделано, я вас в это еще не посвятил, потому что проект продолжается. Ну и самое главное, то, что обычно бывает, и это стандартная ситуация, то, что время работы машина стала серой и снаружи, и внутри. Да, но в данном случае я вообще стараюсь, если заезжают какие-то автомобили, заклеивать проемы. Если работы какие-то проводятся в проеме, я заклеиваю проемы и работаю без всяких проблем, пыль не попадает в салон. Но в данном случае работы проводились очень серьезные, я повторяюсь, наверное, уже 5-й раз. И по сварке, и по болгарке, и по малярке, все в этом духе. И мне было просто, ну, откровенно говоря, влом заклеивать по 500 раз проемы, потому что я знаю, что я занимаюсь детейлингом, помимо еще покраски. Я умею это делать, я знаю, как это делается, и поэтому я решил не заклеивать салон. Он, да, покрывался пылью, стал серым как и снаружи, и изнутри, но после всех проведенных работ я провел полный детейлинг салона, и получилось тоже очень даже офигенно. Вот вам еще $100 вылезает на химчистку салона, полную химчистку салона. Потому что полная химчистка сотку и потянет. И, думаю, даже дороже. Даже больше, сейчас да. Уже даже больше. Поэтому но у меня вот дешевле. Поэтому вот вам все суммы, которые вышли в итог. Ну, стандарт вам-то обойдется за $2000. Поэтому многие машины и умирают. И мне вот некоторые пишут там, а как найти там такую, как аудюху, как у Сереги 604. Их многие вот поэтому ребята и не делают, те уже старые машины, потому что они стоят 3, а вот ремонт 2. И это ремонт несерьезный, это никто днище не пилил, не переварил. Да, это ремонт только по внешке. Если в это углубляться, нет смысла покупать такой автомобиль, уже проще брать кредит, лизинг и идти покупать что-то новее. Берите Логаны, потому что действительно за 6-7 тысяч долларов сейчас можно найти только 5-6-летний Логан в нормальном более-менее состоянии. Я считаю, это выход. Не берите. Я, честно говоря, боюсь считать, сколько я вложил уже в свою C4, но с Логаном она точно не сравнится, так что не берите. Ну да, но у человека, у которого есть семья, которому нужно ездить постоянно, ему я согласен, у каждого есть свои какие-то но... Мы с тобой можем... есть качество, да. Это мы с тобой можем спорить вечно. Ну, по-любому, да, мы с тобой можем поездить на такси, но людям, которым нужно каждый день на ногах быть, и машина всегда под боком, это выход. Ну, на мой взгляд, это выход. Да, может быть. Потому что реставрировать старый, это, конечно, красиво, круто, фанатам вы можете продать, поэтому я к чему иду, что рациональность есть в этом проекте, потому что она в итоговой сумме не вышла какие-то запредельные суммы. Все в рамках разумного. Поэтому в этом смысл, безусловно, есть. Но минус то, что от 1,5 месяца примерно ты без машины находишься. Ну вот, у каждого свое мнение, но, на мой взгляд, действительно, лучше уже покупать бэушный Б-класс. Если вот брать понты в сторону, стоимость запчастей, как вот Серега говорит, я тоже самое лично еще раз убедился. Ну и технически тоже запчасти дорожают. Восстановление машины полное, это, конечно, затратно, долго, и когда у вас нет времени, это практически невозможно. Когда у вас другие вопросы вас настигают. Так что, действительно, бэушные Логаны, полуседаны, Солярис, это неплохие машины, они выполняют свои функции. Но... не хотите, если таким путем 2,5 лучше вам нужно иметь.
на всякий случай. Однозначно. Это если вам не нужно лонжероны переваривать, днище, не надо И спиливать это и только переваривать. на кузовню, есть еще технические Технические, составляющие. да, технические составляющие есть. Поэтому это все спорно. И сейчас такой момент, вот вышло, что технически, там сцепление, вот это все менять, там рейки рулевые, и вставляет и стоимость кузовного ремонта, машина, что вы становитесь по кузову, что технически практически одни и те же деньги получаются. Однозначно. Поэтому вам может без проблем стоимость автомобиля вылезти, а то и больше. Если вы покупаете за 3, вы можете пятерку спокойно туда похоронить. Но все зависит Решать от вам, того, конечно. думаете вы о практичности или о каких-то фанатских движениях. Но у нас больше фанатское движение. Да, у нас больше Если фанатское движение, по нашим машинам пройтись, я думаю, никто бы не делал бы крышу, как я, ее бы никто не восстанавливал, судя по комментам. Да, и у тоже меня есть видно. много знакомых, которые говорят, что машина это всего лишь средство передвижения, а для нас машины это друзья. Нет, эта машина это не просто железка, ты просто кусок мяса тогда получаешься. Ну, может быть, для кого-то и Для так. кого-то так. Не, ну, машина это не, машина это друг. Но и таких людей верный очень помощник. много. Я с такими общался, Да, я так, общаюсь, продолжаю общаться. Так на и- канале тоже сколько сидит в комментах людей, тоже фанаты. Я так к чему? Да, это первый проект, который нас с Серегой свел, и мы на ютубе об этом вам рассказываем. Ну, и большинство, второй-то косвенный, конечно, но это первый такой состав. Мы дружили с Серегой до этого, продолжаются наши карифанские дружеские взаимоотношения. Дальше, может быть, мы еще сойдемся в чем-то, там, из буханки сделаем там ночной, Клуб да, или публичный дом. с блэкджеком и шлюхами. Да, еще, блин, подцепим прицеп с лодкой, с ноутбордами и тем остальным. Да. Слушай, неплохая еще будет? идея. Ну да. Ну все, ребят, спасибо большое за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Сереги переходите. Ссылка, еще раз повторю, в описании. И у меня тоже будет ссылка в описании, обязательно. Увидимся на обоих каналах. Счастливо! Пока-пока.